Глава о том, кто нес с собой воду для того, чтобы очиститься ею. Хадис под номером 151. Сообщается, что Абу Муаз, которого звали Ата ибн Абу Маймуна, сказал: «Я слышал, как Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, говорил: когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выходил по своей нужде, мы вместе с одним мальчиком следовали за ним, неся с собой маленький кожаный бурдюк с водой». Глава. Ношение палки с наконечником вместе с водой для подмывания. Хадис под номером 152. Передают со слов Аты ибн Абу Маймуна о том, что он слышал, как Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, говорил: когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заходил в отхожее место, мы вместе с одним мальчиком несли с собой маленький кожаный бурдюк с водой и палку с наконечником, и он использовал воду для подмывания. Глава. Запретность использования правой руки для подмывания. Хадис под номером 153. Сообщается, что Абу Катада, да будет доволен им Аллах, сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда кто-нибудь из вас будет пить, пусть не дышит в сосуд. Если же зайдет в отхожее место, пусть не дотрагивается до своего полового органа правой рукой и не подмывается правой рукой. Глава. При справлении малой нужды не следует браться за половой орган правой рукой. Хадис под номером 154. Передается со слов Абу Катады, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда кто-нибудь из вас будет мочиться, пусть ни в коем случае не берется за свой половой орган правой рукой, и пусть не подмывается правой рукой, и пусть не дышит в сосуд, когда будет пить. Глава. Очищение с помощью камней. Хадис под номером 155. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно не смотревший по сторонам, вышел по нужде. Я последовал за ним. Когда я приблизился к нему, он сказал: найди мне несколько камней для очищения. Или же он сказал нечто подобное: но не приноси ни костей, ни сухого навоза, раус. Тогда я принес ему несколько камней в полах своей одежды и положил их рядом с ним, а сам отвернулся. И, удовлетворив свою нужду, он воспользовался ими. Глава. Не следует использовать для очищения навоз. Хадис под номером 156. Сообщается, что Абдуллах бин Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышедший из дома для того, чтобы удовлетворить большую нужду, велел мне принести ему 3 камня. И я нашел 2 и стал искать третий, но найти его мне не удалось. Тогда я подобрал кусок сухого навоза, который и принес ему, а он взял эти 2 камня, отбросил навоз в сторону и сказал: это мерзость. Глава. Совершение однократного омовения каждой части тела. Хадис под номером 157. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: пророк, да благословит его Аллах и приветствует, омывал каждую часть своего тела по одному разу. Глава. Совершение двукратного омовения каждой части тела. Хадис под номером 158. Передают со слов Абдуллаха бин Зайда аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, омывал каждую часть своего тела по 2 раза. Глава. Совершение трехкратного омовения каждой части тела. Хадис под номером 159. Передают со слов Ибн Шихаба о том, что Ата ибн Язид сообщил ему, что Хумран, вольноотпущенник Усмана, рассказывал ему, что он видел, как что однажды Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, велел принести себе сосуд с водой, а когда его принесли, он трижды слил воду из этого сосуда себе на руки и трижды омыл кисти рук. Затем он опустил в этот сосуд правую руку, набрал воды, прополоскал ею рот и промыл нос, затем трижды омыл лицо и руки до локтей, затем провел влажными руками по голове.
Затем трижды омыл ноги до щиколоток, а затем сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: тому, кто совершит омовение, подобное этому моему омовению, а потом совершит молитву в 2 раката, не думая при этом ни о чем постороннем, будут прощены его предыдущие прегрешения». Хадис под номером 160. Передается слов Умрана о том, что после того, как Усман, да будет доволен им Аллах, совершил омовение, он сказал: «Не передать ли вам хадис, который я не стал бы передавать вам, если бы не один аят? Я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: если человек совершит омовение должным образом, а потом помолится, ему обязательно будут прощены те прегрешения, которые он совершит между этой и следующей молитвой».